Конечно, дождь нам был очень сильно нужен. Но пошел град, друзья мои. Вы видите? Ветер все завывает, мама дорогая, страх Господний. Но дождь нам, конечно, был очень сильно нужен, потому что земля была просто жутчайшая, сухая. Не знаю, с такими разрушениями я столкнусь, когда пойду в огород, но там у меня все ходуном ходит. Волгоенок мой спрятался даже. Курочки мои притихли. Смотрите, кошмар. Я не знаю, видно будет на видео. Видно, наверное. А я тут 2 дня подряд. Это я виновата, я знаю. Я 2 дня подряд тут дождь вызывала, поливала землю. Ой, смотрите, мой этот. Разлетелись мои эти штучки, которые вон то вот крутится еще живой. А вот эти все разлетелись. О, где же я их буду теперь собирать? Жалко, красивые такие штучки. Вира опять, господи, как они, забыла, как они называются-то. Да, не пойду, друзья, нет, там ужасно. Жалко, все мои вира разлетелись. Здесь теперь собирать буду. Блин, а. Ужас просто, что происходит. Ай, кошмар. Слушайте, ну это ураган. Смотрите, ничего же не видно. Видите, вон там темное пятно, вот это вот. Там дома, их не видно, видите? Ужас какой. Ужас. Ой, все мои пчелки падали. Ну все, харе уже, хватит. Нельзя же просто лить, обязательно же нужно ураган устроить. Разбиваются все мои цветы. Блин. Так, теперь нам нужно с вами бекон. Ты брала бекон? Нет. На, прошайка. Бекон превратить в тонкие ломтики, чтобы обжарить его. Вот такими где-то по сколько? По 2 сантиметра, да? По 3 сантиметра. А еще вода. Все, сейчас по рецепту все узнаешь. Все, отправляем это обжаривать на сковородку. Так, ну смотрите, бекон пожарился. Его мы выкладываем на полотенце, чтобы отошел жир. Видно вам, да? Вот такой он хорошенький получился. Разъедините его, чтобы его в салате было больше, чтобы он там слипшийся не валялся. Я шучу, да, по поводу валялся. Ну так вот, дальше. Что важно? Важно, чтобы вы сохранили жир, в котором жарился бекон. Для чего? Готовим дальше. Берем чистую посуду. Я вам, кстати, забыла сказать, что понадобится еще одно яйцо. Но по рецепту яйца 3 вареных и 1 сырое. Но у яиц я кладу больше в этот рецепт, вне как бы рекомендаций. И вот еще одно нам сырое яйцо понадобится. Итак, что мы делаем дальше? В тарелочку вот такую глубокую насыпаем наши 60 грамм сахара, да? Чайную ложку соли. Чайную ложку соли и 2 столовые ложки муки.
высыпаем в другой миске, чистой миске другой. Смешиваем воду, вот эту, которую мы запасли с вами, 360 миллилитров, уксус 120 миллилитров, здесь у меня как раз его столько, и одно яйцо. Так, теперь мы это все взбалтываем. Какая-то странная получается конструкция. Знаешь, выглядит как будто персиковый сок. Все, теперь все это вместе надо смешать. Что я такое страшное делаю, да, ребят? Зельевая. Просто невероятно. Вон Юлька говорит, что это зелье. До народности все смешиваем. А вот сейчас я открою вам тайну, что же это у нас с вами будет. А это у нас с вами будет, ребят, соус для салата. Заправка, представляете? Сейчас мы вот это выливаем в сковородку, да, которую я вам показывала, где осталась вот эта красота от жареного бекона, на горячую плиту, в горячую сковородку отправляем это все дело наше с вами и кипятим. Кипятим минут 5 до загустения, постоянно помешивая. Смотрите, дорогие мои, как чистятся яйца. Не смогла не показать вам это. Похоже на 4. 4 яичка сегодня? Да. Вчера 6, сегодня 4, да? Угу. Что-то наши курочки сегодня поленились. Да, может быть, они это закопали где-нибудь, вы посмотрели, они там иногда на улице несутся, иногда закапывают. А я смотрела на улице вообще. На улице нет, да? Да, на улице нету, и нет тоже, они не закапывали. Ну хорошо, ясно. Так, ну все. Значит, соус, пожалуйста, заранее попробуйте, вдруг вам не понравится. Поливаем горячим соусом, чтобы они стали помягче. Соуса берите ровно столько, сколько вам нужно для салата. Кстати, соуса получается много. Если вы не планируете, не уверены, что вам такой соус понравится, вот, то вы его сразу делайте в 2, а то и 3 раза меньше. Ну и вот. И все, по сути, мой салат готов. Так. Приятного аппетита! Это очень вкусно! Ставь лайк, кому понравилось. Купила вчера курицу, ребят. Не смогла удержаться, чтобы вам не показать. Ну, я не знаю, вы, наверное, не знаю, кто был на птицефабриках, знает, что эту курицу, которую мы покупаем в магазине, дома можно не мыть. Их там так моют, что я не знаю. Мы, наверное, люди за всю свою жизнь столько воды не принимаем к телу, сколько принимает ее бедная тушка курицы. Но для успокоения души моем. Конечно, где-то некачественно, скажем, производители подходят. Вот, и иногда даже и перышки можно встретить на курице и так далее. Значит, поэтому я тоже, конечно же, мою. Вчера купила курицу и хотела вам показать. Смотрите, видите, шеи нет. Вот этот вот кожа, вот эта вот вся, вот эта отвратная, которую я всегда все это удаляю, когда мою курицу дома. Смотрите, гуски нет. Вот эта вот отвратительная, вот эта вот вся ужасная кожа, которую я всегда дома удаляю, тоже нет. Смотрите, идеально чистый, ну это бройлер, да, вообще. Вот очень приятно, когда производитель
думает, мыслит, как потребитель, да? Вот смотрите, какая прелесть. Вот так ребята умеют готовить. А у вас каких куриц продают в магазине? Расскажите. Интересно, как у нас по всей России дела с курами обстоят. Сейчас я вам буду показывать свой собственный фирменный рецепт, как замочить курицу, чем ее натереть, вернее сказать, чтобы потом она была просто идеально вкусная. Как приготовить ее вот так целиком. Так, смотрите, что мы будем делать с курицей. Ну, во-первых, я уже вам, по-моему, говорила, да, что у меня всегда есть дома вино. Я его покупаю, и оно у меня стоит годами в холодильнике, пока я его не израсходую. Дальше, когда речь идет о приготовлении мяса или курицы, да и вообще у меня есть такой вот секретный чемоданчик. Видите? Здесь чего только нет. Для того, чтобы усиливать вкусы. Нет, здесь химии никакой, здесь все абсолютно натуральное. Все приправы, все натуральное. Чтобы у вас не сложилось впечатление, что у меня тут одна химия. Нет, все натуральное. И вот я вам сейчас буду показывать, как я готовлю курицу к приготовлению вот так вот целиком. Чтобы она получилась безумно вкусная. Проблема может состоять в том, что курица не пропечется внутри. Поэтому вино мы будем использовать именно для того, чтобы у нас в этом плане все было хорошо. Мы его прям туда заливаем и все, и оставляем. Оно вот тут вот вытекает потихонечку, но курица при этом пропитывается. Потом мы ее перевернем и делаем то же самое. Сейчас вот все вино там выйдет. Так, ну все. Теперь с другой стороны. Видите, оно сколько там надо каждый раз. Поэтому этого вина, этот тетрапак покупаешь, его хватает, но мне на год его как минимум хватает. Вот, пусть она полежит по 5 минут с каждой стороны. Потом вино нам нужно будет слить из тарелки. Оно нам будет уже не нужно много тоже. Как вы понимаете, не есть хорошо. А наша курица морится, томится в вине, как правильно будет сказать. Подготовим убойный состав для ее натирания. Итак, паприка молотая, копченая. Я не буду вам показывать, стараться не показывать производителей. Каждый из вас сам, как я думаю, будет выбирать, какого производителя ему брать. Так, паприка молотая, красная, копченая. Далее зира, чайная ложка паприки. Половина чайной ложки зиры. Это семена кумина. Перец красный молотый. Половина чайной ложки. Базилик. Он хоть и для основного мяса не куриного, но я его все равно использую для курицы. Орегано. Тоже чайную ложку. Дальше я добавляю смесь перцев. Душистые, черные, зеленые. Тут есть и красные. Вот. Вот такую чайную ложку я добавляю. Либо можно, если нет смеси перцев, добавить просто черный перец и добавить душистый перец, предварительно помалу перемолотив его на... Ой, скажите мне на чем? На кофемолке я это делаю всегда. Так. Теперь чайная ложка имбиря молотого.
И последнее, что я буду использовать, без этого просто никуда, что касается курицы, как вы понимаете, это куркума, чайная ложка. Если вам удастся купить вот такие восточные специи, но имейте в виду, что это на любителя, да, то можете добавить еще чайную ложку восточных специй. Если вам не удастся их купить, ну, ничего страшного, особой роли это не сыграет. Все на этом. Что я заговорилась и забыла курицу перевернуть. Так, давай, подруга. Перемешиваем. Ну и, естественно, ко всему к этому добавляем соль. Соль мы добавляем по вкусу, и в зависимости от того, сколько у вас курица. Но я пользуюсь солью, уже не раз вам говорила. Соль у меня адыгейская. Она где-то у меня 200 кг курицы. Я буду на нее использовать 3 чайные ложки соли. Ну вот, ориентируйтесь. Так, что еще так? Ну вот смотрите, довольно солидный, грамм 50. В общей сложности у нас получилась вот эта натиражка для курицы. То есть никаких больше замачиваний, ничего больше не будет. Вот в этом она будет у меня томиться 6 часов, после чего я буду ее готовить. Так, ну и все, еще вот так вот и все. Так. Все, мы сливаем вино, оно нам не нужно больше. Дальнейшее томление курицы в вине будет абсолютно лишним, вплоть до того, что испортит курицу напрочь. У меня в приготовлении курицы будет один секрет. Что я делаю, я вам покажу. Поэтому вы не думайте, что это какая-то банальная курица у нас сейчас будет. Если смесь это у вас останется вдруг, не переживайте, отложите ее куда-нибудь. Ее можно использовать еще. Ну, господи, она же куда у нас? Она же не пропадет. И сейчас еще внутри, потом буду натирать. Так. Прям хорошо вот так натирать. Класс. Да, ребят. Ой, смотрите, какая она красивая. Все. Можно убрать ее. Пусть она теперь лежит 6 часов. Знаете ли вы, что куркума является просто офигенным природным красителем? Поэтому, если вы куда-то собираетесь идти, лучше делайте это в перчатках. Так. Накрываем нашу курицу пленкой. И все. Никакого чеснока, как вы видите. Ну,
Такая восточная курица у нас с вами будет. Но с секретом. Секрет после приготовления, ребят. Все, пошла в холодильник на 6 часов минимум. Когда я была маленькая, приезжала к бабушке в деревню, она кормила меня супом с молодой крапивой. Это было очень вкусно. Ребят, посмотрите, какая чистая грядка. Ни разу не полола, клянусь. Еще ни разу не полола в этом году.